Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем заниматься заменой правой опоры, гидроопоры на двигателе 1.8 Ford Focus 2. Вот она, наша правая опора, если видите, да, честно говоря, давно ее не смотрел. Она у меня вообще оказалась убитая, то есть стали передаваться вибрации на кузов, особенно при холодном пуске, да, при разгоне, ну вот, наверное, можно видеть, да, она там у меня вообще уже просела, насколько можно, да и так визуально видно. Обычно меняется вместе с кронштейном, в котором стоит гидроопора, но, честно говоря, хотел купить Хатчинсон, многие хвалят его. Честно говоря, не нашел, не было. Оригинал сам фордовский, он стоит очень дорого. Есть как вариант покупать на Мазду, да, либо на Volvo, они подходят все. Но на Volvo тоже в последнее время жалуются все, говорят не очень хорошо, но это на форме Ford Focus можете посмотреть. Mazda, ну вот на ноябрь 2020 года стоит порядка там 6,5 тысяч. И то, это не с кронштейном для крепления кондиционера. Видите, там специально такое ушко, на котором стоит кронштейн. Некоторые ставят так, без него ездят, говорят, ничего не случится, но с кронштейном дороже. И не бывает, по крайней мере, на Мазде я не нашел. Покупал его в Автодоке, на Экзисте не смотрел. Что я решил сделать? Можно, конечно, купить маздовскую, да, она, может быть, будет больше ездить тоже, но надо перемонтировать саму подушку в кронштейн. Вот этот, да? То есть там снимать. Но я решил пойти немножко по другому пути. Приобрел я вот саму подушку, вот такую, кому надо, вот коробочка, да, вот фирма, вот ее артикул. Вообще написано Made in China. Вообще сама фирма американская. У меня даже накладной почему-то написано American, но, насколько я знаю, производят они для, по крайней мере, Восточной Европы и Азии, точно в Китае. Но вот у меня знакомый в Германии живет, по его магазинам посмотрел, да, поспрашивал, он говорит, тоже идут абсолютно с Китая. То есть, я так понимаю, Европа и Азия все с Китая делаются. Только на американский рынок поставляет с Америки. Ну, вот приобрел, стоит вот на данный момент вот эта вот опора, да, мне в Автодоке я купил за 300 с чем-то. Посмотрим, как она будет ходить. Видел я отзывы, что вроде как люди ставили на форуме. Едет хорошо. Для этого надо ее смонтировать на этот кронштейн. То есть, по идее, можно было маздовскую купить с другим кронштейном, который без крепления трубки, и перемонтировать, но я решил, думаю, попробую это. Посмотрим, сколько будет ходить. Для этого нужно ее будет разместить на мой родной кронштейн. Сейчас какое у нас действие? Мы попшикаем ВДшкой болтики. Пока будут отмокать болтики, нам надо будет снять расширительный бачок, он снимается, отщелкивается, вверх снимается, ну, по крайней мере, все просто должно быть. Потом я сниму защиту картера, у меня внизу есть, и поддомкрачу под картер через домкратик, через досточку немножко двигатель, ну, чтобы он приподнялся. И открутим. То сейчас будем заниматься демонтажом. Вот мы сняли бачок, ну, там ничего сложного нет. Там вот ушки такие, подкрученные, да? Их надо просто сдернуть с крепления. Вот. Крепление. Если что вот это сложнее, там его надо чуть-чуть отверточкой поддеть, этот сдергивается. Ну, у кого новый бачок, он, может быть, легко сдернется. Так, сейчас будем срывать гайки, срывать болты, а потом домкратить, то есть снимать защиту и домкратить двигатель снизу. Напоминаю, что момент затяжки надо будет соблюдать, когда будем обратно ставить. Момент затяжки болтов к лонжерону 90 ньютон на метр, а гаек к кронштейну 80 ньютон на метр. Ну, там еще есть другие болты двигателя, нам кронштейн уже не трогаем. Так, ну что, сейчас, значит, будем откручивать, ну, если не до конца, сорвать болты и домкратить двигатель. Так, ну вот мы открутили болты на 15 и гайки на 18. Вот снизу домкратил двигатель под картер.
Сейчас будем снимать. По идее, потом, когда будем ставить, мы должны запомнить, вот видите, как расположение. То есть, вот у меня они, видите, это центрально, в центре почти, да, расположение. Ну, по шайбам. А здесь уходит влево. Но на самом деле, когда будем ставить, мы эти болты закрутим. У них, они могут закрепить. А точнее, гайки закрутим, а болты поставим, но не будем затягивать. Для чего? Советуют либо потом покачать двигатель руками, но как вариант, не затягивая эти болты, можно запустить, и чтобы он на холостом ходу поработал и принял то положение, которое оптимально. Потому что, может быть, у вас те подушки, то есть под аккумулятором, левая, нижняя, как-то тоже вы с них износились. Вообще, по-хорошему, конечно, меняются все подушки, но если не хорошие, можно менять одну. Поэтому поставим, выставим в холостом ходу, да, как он закрепится, и затянем вот эти вот болты. Итак, для того, чтобы будем снимать саму подушку. Ну вот, мы сняли нашу подушку, да. Она уже вообще никакая. Она уже взорвалась полностью. Здесь, наверное, все уже вытекло. Вряд ли что есть. Подушка уже давно умерла. Вот, видите, как она здесь крепится. Сгибать будем. Ставим. Вот. И загнем. Единственное, что я сделаю проставочку вот здесь. Под этой резиновой опорой. Почему? Потому что любые подушки, даже оригинал, они потом начинают просаживаться. Где-то будет поначалу 5 мм, потом ниже. И в итоге просадку делают. И многие ставят там металлические пластинки сюда 5 мм. Я, наверное, с резины вырежу, посмотрим. Ну, посмотрим, как сделаю. Ну вот, я снял. Видите, она у меня сразу рассыпалась. Жидкости, как всегда, нету уже давным-давно. И судя по маркировке, где она здесь, вот она, Фомако. То есть, это, скорее всего, это вообще оригинально стоит. В машине уже она 7-го года. Тут вообще, он, видите, боковины уже все убиты. Резина просто сыпется. То есть, ее даже надо было мне гораздо раньше. Что-то я как-то не посмотрел. Вот. Видите, это площадочка. И сюда вот подставляют. Либо, смотрите, как она выработалась, да? Просто гладко сидела. Вот сюда подставляют пластинку. Ну, где-то миллиметров 5. Я не буду пластинку, я нашел вот кусок резины. Он, по-моему, миллиметра 3 у меня. Ну, две пластинки вырежу. Вот сюда вставлю. Ну, чтобы она, если сядет, села мало, да? Единственное, что, видите, какое устройство здесь. Вот видите, как она стоит. А получается, выемку, видите, вот как вот здесь сделано. Если просто поставить, я буду чуть выше, и был такой случай там у некоторых, что в момент завода подушка вот так вот туда-сюда немножко ходила. Тут некоторые придумывают, как делать. Ну, я вот, скорее всего, делал, видел в одном месте. То есть вот тут маленькую дырочку под саморезик сделал. И с обратной стороны. Когда вот будет это стоять, этот элемент, вот так вот. Здесь будет он держать его, а с той стороны другой. Чтобы она вот так вот, вот не выше, чтобы она вот так вот, короче, не ерзала в заводе. И сейчас будем вырезать пластинки, ставить и крепить нашу новую подушку. Ну вот я вырезал из резиночки, да. У меня в сумме получилось 5 миллиметров. Вот сюда мы так поставим их. Вот так она будет. Такой своеобразный лифтинг. Да, поднятие. И потом, чтобы не ерзало, как уже сказал, здесь вот и с обратной стороны, ну, наверное, по диагонали вот так сделаем. Два саморезика. Не буду длинных делать. До серединки хватит, я думаю, вот так вот.
это сильно не ослабить, тем более, видите, здесь-то полная, а здесь даже высотные места. То есть, в принципе, она-то несет основную нагрузку, чтобы держать эту гидроопору. Так, сейчас будем ставить нашу опору сюда. Ну, вот, есть у меня какой-то старенький колокоблок-цилиндр, чтобы молоточком. Молоточек есть. Здесь, вот, чтобы загнуть, потому что здесь металл довольно тяжелый. Молоточком. А потом уже будем прикручивать саморезиками свои дырочки. В общем, не удалось мне поставить резиновые прокладочки, потому что она стала очень плотно. Видите? Даже если так засовывают, тут можно, конечно, вырезать из металла и забить. Попробовать. Вообще многие это делают, поднимают после того, как опора немножко села, продляет ее жизнь. Ну, просто я хотел поставить, чтобы, как говорится, лишнюю работу не выполнять сразу при монтаже новой. Но, как вы видите, у меня не получилось. Посмотрим. Либо действительно попробуем металлическую вырезать и забить ее туда, либо оставим на потом. Ну, в общем, вот я поставил, не стал я никакие подкладки ставить. Просядет, если будет не вытекать, не порвется, подниму. Ну, а если порвется и качество будет плохое, ну, значит, будем в следующий раз брать только оригинал. Не будем экспериментировать с различными вариантами. Ну, что, сейчас ставим, посмотрим. И будем запускать выравнивать последние болты. Так, ну вот мы болты наживили. Здесь мы уже затянули с усилием 80 ньютон-метров. Сейчас здесь оставили не затянутыми, запустим двигатель, он примет положение, какое оптимальное для него сейчас, и будем закручивать. Ну, пока тоже не ставил бачок, вот надо будет подлезть. Сейчас снимаем домкрат снизу и будем заводить двигатель. Ну вот, в принципе, и все. Затянули мы. Болты, видите, они стали на самом деле не по месту. У меня из-за того, что подушка была просто убитая, они вообще просевшие были. Двигатель визуально, вот у меня, я просто помню, был ниже. Сейчас приподнялся. Ну и заодно, кстати, изолентой замотал место прохода трубки кондиционера, потому что там начинает трется трубочка, может перетереться. Многие делают. Все. Будем запускать и проверять. Так, мы включаем. Вообще мягко работает. Я давно так не чувствовал. У меня обычно на холодную вибрирует, а все-таки здесь 2 часа прошло. Сцепление отпускает, тоже нормально. Переключение переключается нормально. Ну, в общем, все, что я хотел вам рассказать, как заменить самостоятельно правую подушку гидравлическую двигателя на Ford Focus 2. Всем спасибо за внимание. Всем удачи на дорогах. Счастливо.